Привет, дорогие друзья! Все вы и я, конечно, тоже потрясены ужасной находкой, которая, собственно, была найдена в Изюме. В Изюме обнаружили массовое захоронение. Об этом сообщил первым, пожалуй, об этом сообщил Владимир Зеленский. Сегодня мир должен увидеть, что оставляет после себя русская армия. Более 400 могил в лесу возле Изюма. Мы еще точно не знаем, сколько там тел. Россия уже стала самым большим істочником тероризму в мірі. Жодна інша терористична сила не залишає по собі стільки смертей. Ну, я би поспорив, тому що ІГІЛ, к примеру. Да? Це треба закріпити юридично. Світ має діяти. Необхідно визнати Росію державою, спонсором терроризму. Абсолютно прав Владимир Александрович Зеленский, когда заявляет, что ему конкретно надо. Собственно, имею в виду, что он логичен. Очень логичен. Владимиру Александровичу надо признание России страной-спонсором терроризма. Скорее всего, это нужно не ему даже, а друзьям, нашим друзьям, которые постоянно нас поддерживают из любви к нам, Соединенным Штатам Америки. Владимиру Александровичу это надо, украинской власти это надо. Они постоянно об этом заявляют. И здесь новая Буча. По сути, новая Буча. Первым расследование провел Эммануэль Макрон. Я самым решительным образом осуждаю зверства, совершенные в Изюме на Украине во время российской оккупации. Виновные будут нести ответственность за свои действия. Нет справедливости, нет мира. Вторым расследование провел Энтони Блинкен. Сообщение о массовом захоронении 440 мужчин, женщин и детей в Изюме Украины душераздирающие и должны активизировать нашу поддержку храбрых украинцев, стремящихся освободить свою родину. Мы поддерживаем Украину в привлечении ответственных за это преступление. Это однозначно названо преступлением. Эммануэль Макрон сразу же разгадал в этом зверство. Откуда он взял информацию? Он ее почерпнул из сообщения Зеленского. А джентльмены верят на слово. Шокированы. В ЕС отреагировали на массовое захоронение. Они бы хорошо, чтобы шокированы были 1200 евро платежка за свет. 1200, мать его, евро в месяц. Таких платежек не видел никогда в жизни. В жизни в своей не слышал даже таких. Но перейдем к захоронению. ЕС глубоко шокирован массовыми могилами с более 400 погибшими. Самым решительным образом осуждаем эти зверства. Российская агрессивная война против Украины оставляет кровавый след и разрушение по всей стране. Зверство. В обиход входит определение зверства. Более того, уже буквально через день появляется вот такой вот символ, наверное, символ этих зверств. Геноцид Изюма. Уже геноцид Изюма. Пресса, мировая пресса. Sky News. В Изюме после освобождения украинскими нашли массовое захоронение 440 тел. История в чем? Американская пресса пошла дальше всех в красочном, в правильном, надо сказать, освещении данной ситуации. По словам представителя полиции, в Изюме обнаружено массовое захоронение. Мы были потрясены, увидев разрушение города. Это говорит Антон Геращенко, если вы знаете, кто это такой, да? Мы уже нашли на данный момент около 1000 трупов, поэтому мы должны сказать, что эта трагедия даже хуже, чем трагедия в Буче. Когда про Бучу я сказал, это не я решил приплести Бучу к изюмскому захоронению. Это решила приплести украинская власть. И решила приплести очень недвусмысленным образом. Они везде говорят, это Буча. Смотрите, это вторая Буча. Вторая Буча, но тут уже она уже даже превосходит Бучу. То есть Буча это были еще цветочки. Вот ягодки. Господин Балвинов, я не знаю кто это такой, сказал Sky News, что место захоронения в Изюме было одним из самых больших захоронений в одном освобожденном городе. Он добавил, что украинским властям известно о других местах захоронений в районах Харьковской области, которые находились под контролем России. Зверство осуждают и Вашингтон-Пост. Пытки, убийства, похищения. Отступление русских из Изюма раскрывает ужасы. То есть были еще и похищения, и скорее всего в этих могилах жертвы похищений, пыток и убийств. Откуда взялась информация про пытки, сейчас я вам тоже расскажу. Официальные лица заявили, что они быстро обнаружили следы пыток на некоторых трупах. По крайней мере, у одного из них была веревка на шее, сказали они. Все эти выводы делаются на основании заявления официальных властей Украины, которые, следуя в фарватере «одна страна, один президент, одна мова, одна вера», да,
конечно же, будут следовать за тем, что говорит Зеленский. Вот тут вот начинаются какие-то непонятки, нестыковки. В карманах одного мужчины рабочий обнаружил назальный спрей и лекарство. У другого солдата был мобильный телефон серебристого цвета. Дальше описывается, что следователь делал с мобильным телефоном. То есть, я так понимаю, или любой читатель внимательный должен понимать, что это после пыток, по всей видимости, у него оставили мобильный телефон в кармане. Или же тело этого солдата забрали прямо с поля боя и не шмонали его по карманам, а так и похоронили. Ну, логичнее второй вариант, мне так кажется. Идем дальше. В следующем мешке для трупов он нашел человека, чья левая нога была высоко смята под левой рукой. Он был без рубашки, весь в песке, на левом запястье носил 2 желто-голубых браслета. Улики, обнаруженные на месте захоронения, являются частью гораздо более масштабной истории ужасов, развернувшихся в этом городе после того, как в марте российские войска взяли его под контроль. Гениальный вывод делает Вашингтон-Пост. Таким образом, это история ужасов, когда взят был город под контроль. Они тогда сделали что? Военнослужащего Украины взяли в плен, и не обыскав его вместе с телефоном, убили и похоронили. Правильно я понимаю? Но этими вопросами сейчас не задаются. Идем дальше. Associated Press. Президент Украины на месте захоронения есть жертвы пыток. Вот тут вот впервые, возможно, внимательный читатель может обратить внимание на крест. То есть, таким образом, желая скрыть свои злодеяния после пыток и убийств этих людей, россияне их закопали и поставили кресты. Не задавай тупых вопросов. Просто не задавай любых вопросов. Журналисты Associated Press, посетившие это место, видели могилы, отмеченные деревянными крестами. Кто отметил эти могилы деревянными крестами? И что написано на этих деревянных крестах? Это что же есть в прессе? На некоторых телах, найденных в месте захоронений, есть следы пыток, заявили в Украине. Заявили и заявили. Аль-Джазира дала наиболее такой сдержанный материал. Украина нашла массовое захоронение после изгнания русских. Мы видим крест, на кресту написано ВСУ. Обратите внимание, не ЗСУ, да, а ВСУ. 17 человек, город Изюм, 6 марта, по-моему. Это писали русские на крестах. Русские, желая скрыть злодеяния, берут и хоронят ВСУшников вместе с телефонами в карманах и подписывают, ставят кресты, хоронят по-человечески, ставят крест и на нем пишут. Я понимаю желание Киева, и я понимаю желание всего цивилизованного сообщества максимально демонизировать ситуацию. И ситуация ужасающая на самом деле, да. Но когда начинают рассказывать про зверство, когда мы видим человеческие захоронения своих врагов, это выглядит уже пиаром не на том, на чем надо. Но мы идем в телеграм-канал российского военкора. Это же самое простое. Записки ветерана. 15 июня. Недавно в ВСУ не досчитались 200 тысяч солдат. Население, все. Лично для меня ответ давно очевиден. Своими глазами видел сотни валяющихся трупов. Украинских солдат, под Изюмом, которые никому не нужны. То есть он сообщает о каких-то трупах, которые лежат, и никто их не забирает. Далее, через месяц. Я давно ждал этой новости, рота тра-та-та, лично знаю 2 захоронения, в которых было зарыто в общей сложности около 500 трупов украинских военнослужащих, от которых отказались, собственно, командование и политическое руководство, которые вообще не считают потери и так дальше. Сейчас, после обнародования шокирующей информации о захоронении, о котором, наверное, никто не знал, там же пребывают в шоке. В Изюме, идиоты, я неоднократно писал, фиг знает когда, что командование ВСУ отказывается забирать своих погибших, что они валяются по лесам и посадкам, что наше командование неоднократно выходило на командование ВСУ с просьбой отправить похоронные команды для сбора погибших, дадим коридор. Какой делаю вывод, да? Киев. Понимаю, что пиар-составляющая это главная составляющая, и они уж в этом специалисты, немножечко перешел ту самую красную линию. Почему? Потому что сейчас мы имеем возможность наблюдать на онлайн-ресурсах, где возможны комментарии, к примеру, в немецкой прессе. Вчера мне только люди присылали, и 99% комментариев о том, что люди этому не верят. Как вы думаете, какой сделают вывод люди, когда просто проанализируют вещи, которые на вот так вот. Кресты, на которых написано ВСУ. А после этого им рассказывают зверство. Зверство
На поле боя ок. Но зверство в захоронении чужих солдат или после пыток с мобильными телефонами в карманах, люди же делают выводы. И то, как Киев начал сам пристегивать Бучу к этому захоронению, ну, как бы намекает. И очень, ну, мне кажется, это очень слабый ход, проигрышный, заведомо. Зеленский, ну, как-то перестарался. Пока.